Всем привет, дорогие друзья! Это новый обзор на канале Skyboard. Сегодня мы обозреваем BR30. Почему это такая сенсация? Да потому что в 2021 году BR30 довольно-таки сильно изменился по отношению к 2020 году. Теперь этот суперскутер стал еще лучше, еще комфортнее и немножко изменился внешне. Давайте рассмотрим все подробности, что же изменилось в 2021 году, а также посмотрим, как он едет и как быстро. А с вами Евгений, и я вам расскажу все, что знаю об этом скутере на своем опыте. Погнали! Ну, погнали по порядку, и как обычно мы начинаем спереди. Я буду рассказывать все подробности и упоминать, какие обновления были сделаны. Во-первых, колеса они остались как есть, алюминиевые диски на 12-е диски, это очень круто. Поднимаемся выше и видим дисковые тормоза, масляные, гидравлические, дисковые тормоза. Бачки сверху, о них поговорим чуть позже. Черные тормоза, точнее черные колодки у нас здесь такие. Раньше они были красные, теперь черные, и так будет отныне. Поднимаемся выше, амортизаторы. Амортизаторы у нас голубые, во-первых, стали. Это тоже обновление. Во-вторых, форма их немножко другая, это другие амортизаторы. Прошлыми не все были довольны. Эти мы решили поставить, потому что они получше и подороже. Поднимаемся выше и поворачиваем руль на меня. Мы здесь видим противотуманки, которые непосредственно прикреплены к раме. Короче, теперь никаких трясущихся креплений. Они намертво здесь сидят, поднимаются, опускаются, и вообще очень крутые огни. Печать Skyboard, теперь не наклеечки, теперь печать. И выше поднимаемся. Гудок, естественно, и поворотники. Поворотники. И это главное обновление, которое мне, одно из самых главных, которое мне больше всего нравится. Во-первых, надо включить скутер. А теперь дотягиваемся до поворотников и слышим чудесный звук. Но помимо этого звука еще добавились поворотники в самой фаре. Давайте посмотрим на нее. Видали? Моргает. Фу, сейчас жара 44 градуса, вы представляете? И я в этой жаре снимаю для вас видео. Камера не вывозит, я не вывожу. Скутер вроде вывозит, но посмотрим дальше, когда я начну на нем кататься. Еще одно нововведение, это снизу. Нижняя панель теперь пластиковая и разноцветная. Почему пластик лучше, чем железо? Потому что железо тяжелое, во-первых, во-вторых, не очень удобно в эксплуатации. Если там что-то не так, то поправить это крайне трудно. Пластик же ложится идеально, тютелька в тютельку. И еще имеет возможность в любой момент сняться и переобуться. Переобуться я имею в виду в плане цвета. Кстати, по своему желанию вы можете менять цвет переднего крыла, дна и заднего крыла, а также вот передней деки. Это все меняется по вашему усмотрению. Хотите красный, хотите синий, хотите желтый и так далее. Вы эти все цвета можете посмотреть на наших сайтах skyboard.store, а также все характеристики подробные этого скутера. Кстати, у нас бесключевой доступ. Теперь кнопочка синенькая, также в цвет Skyboard. Здесь написано Engine Start Stop, то есть вы запускаете мотор вот этой кнопочкой. Для этого вы подходите к скутеру, нажимаете открыть замок и нажимаете сюда. Слышали? Слышали? Он включился. Все. Теперь ключи убираете куда подальше, в карман или в багажник, и спокойно едете. Когда вы приезжаете, вы нажимаете на эту кнопочку, держите, и скутер выключается. И через пару минут он сам заблокируется, если вы забыли его заблокировать. По-моему, это чудно. А брелок вы просто один оставляете, таскаете в кармане, остальное все убираете как запасная связка. Быстренько пробежимся по приборной панели. Идем слева направо. Во-первых, тормоза.
Тормоза регулируются по длине от ручки, за которую вы держитесь. То есть, если у вас маленькая рука, вы можете сделать поменьше, если большая, то сделайте побольше. В бачках жидкость DOT 4. Здесь резиновые такие накладочки, можно их снять, будет красивее, но я не буду снимать, потому что я люблю царапать технику, знаете ли. Зеркала, которые мы с вами выбирали весной вместе, было видео, где я выбирал из 3. Вот самые лучшие мы выбрали, они вообще бомбезные. Кнопочки: ближний, дальний свет фар, поворотники, которые, я напоминаю, сигналят нам о том, что вы включили поворотник, и сигнал очень громкий, как обычно. Двигаемся в центр. В центре у нас дисплей. Дисплей тоже немножко видоизменился. Теперь он показывает еще и скорость, на которой вы едете. Я напоминаю, в скутере 3 скорости. Первая, вторая и третья. Первая едет не очень быстро, вторая средняя, третья максимально выжимает из скутера все соки. Это мы еще сегодня посмотрим. Ниже аварийка. Это неотъемлемая часть наших скутеров, таких как BR20, 30, 40, 60. На дисплее также показывается километраж, заряд батареи и скорость. Дальше держатель для телефона, который регулируется от самого минимума до самого максимума. Любой телефон сюда подойдет и будет крепко держаться. Я сейчас именно так и ехал, у меня телефон никуда не выпал и даже мыслей таких не было. Зарядка USB для вашего телефона, которая от самой батарейки скутера зарядит ваш телефон. 5 ампер зарядочка такая. Дальше кнопочки справа, это туманки, вкл-выкл, 3 скорости, 1, 2, 3 и туда-сюдашечка, фронт, rear, то есть передний ход, задний ход. Задний ход здесь есть, как и во многих наших моделях. Это очень иногда спасает, особенно когда вы ездите по таким местам, по горам, каким-то кочкам или дачам, в конце концов. Сейчас сместимся немножко назад. Амортизаторы тоже голубые, но они остались прежними. Ручка, точнее ножка, подножка для пассажиров, она тоже теперь голубая в цвет всего. Колесо, мотор-колесо 3000 Вт, которое также не подводит нас, а в совокупности с нашим контроллером и батареями я вам чуть позже скажу, что получается. Здесь также тормоза дисковые масляные, как и спереди. Рама немного утолщенная, укрепленная в этом году у BR30. Снизу у нас располагается стоп, который светится и как габарит, и как стоп. Как габарит, если вы на ближнем едете, как стоп, когда вы нажимаете тормоз. Поворотники такие же, как спереди. Здесь место под сумочку, которая идет в комплекте, или под номер. Крепление для телеги, которые у нас тоже есть, и я снимал обзор на них. И багажник стандартный, который с печатью Skyboard. Раньше это была наклеечка, сейчас печать. К багажнику вообще претензий никогда ни у кого не бывает, потому что он большой, удобный и не подведет вам. Я, например, в нем вожу половину из своего оборудования для съемок. Это дрон, это какие-то там GoPro, камеры, крепления и так далее. И сейчас у меня еще здесь лежит зарядочка. Зарядное устройство. Вообще вся наша комплектация теперь вот в таких коробочках. В данный момент я вам покажу зарядное устройство. Зарядное устройство на, внимание, 5 ампер. 5 ампер. 5 ампер. 5 ампер. Посмотрите на это. Эта зарядка заряжает ваш скутер на 18 ампер часов 72 вольта за, внимание, меньше 6 часов. Я это проверял сегодня, буквально сегодня. И это бомбезно, потому что здесь есть кулер, здесь есть процессор, который не даст там ничего плохому, короче, случиться, никакой перегрузки не будет, даже если молния ударит в вашу розетку. Пользуйтесь на здоровье, бесплатно, в комплекте с нашими скутерами. Батарейки. Во-первых, 2 батарейки находятся вот здесь. Вот они, 2. Я сегодня как раз 2 взял. На одной сюда доехал, на второй буду тестировать скорость. 18 ампер часов, 72 вольта, которые здесь по бокам обставлены подушечками, чтобы они никуда не телепались, не убегали или не царапались. Дальше здесь инструкция, пломба и, собственно, сам чехол, в который запакована эта батарейка. Это очень круто, особенно вот эти ручки, меня они всегда радуют, они удобные, потому что есть такие производители, такие скутеры,
которых батарейки либо без ручки, либо ручка так поставлена, что ты не можешь просто пальцы туда засунуть. Здесь все с этим нормально. Давайте двинемся еще к третьей батарейке, там есть еще обновление. Перемещаемся к третьей батарее. Третья батарея у нас под ногами. Здесь для этого нужно открыть ключами дверку, открыть ее, и мы увидим, что здесь немножко обновленный отсек, потому что батарейка теперь лежит вплотную к стеночкам. Она прям впритык помещается, и я вам сейчас это продемонстрирую. Вот так вот. Опа-на! И у нас лежит батарейка четко. Причем ее можно подвинуть, если вам неудобно. В эту сторону, но по бокам она лежит довольно плотно. Здесь же также шнур для подключения к батарейке и 5 стикеров, которые приклеиваются к самой батарее, и они уже приклеены к дну нашего отсека, для того, чтобы вы вот так вот их отклеили. Это на батарейку, это здесь, оно приклеивается, батарейка никуда не ерзает, устанавливаете как вам угодно. Это помимо того, что отсек сам в принципе батарейку держит хорошо. Кстати, друзья, выход для зарядки у нас находится вот здесь спереди, как обычно, под дверкой, и здесь же вот в этой передней деке находится контроллер. Контроллер тоже обновлен, потому что батарейки поменяли, и контроллер нужно поменять. Контроллер с усиленными предохранителями, то есть он не сгорит у вас, но это мы еще будем проверять в других видео, когда я буду что-то таскать на нем или куда-то ездить в труднодоступные места сильно-сильно в горку. Сейчас буквально пару слов о моих чувствах на этом скутере. Этот скутер буквально создан для таких дорог. Возможно, мне немножко голову напекло солнцем, и я поэтому не могу подбирать сегодня слова. Мне очень нравится этот скутер для поездок за город. Очень нравится. И, кстати, во всех моих видео я много раз говорю, что вот этот скутер круто для поездок по горам, вот этот скутер круто на дачу. Но я просто не говорю про город, понимаете? В городе любой скутер может ездить, правильно? А за городом каждый скутер имеет свою определенную цель. Если про BR60 я говорил о том, что это крутой скутер для перевозки груза или для поездок на охоту или рыбалку, то BR30 это офигенный скутер для того, чтобы сгонять на море, если море у вас недалеко. А если далеко, то можно закупиться кучей батареек и поехать далеко. Или на несколько дней и по пути дозаряжаться у каких-то либо знакомых, либо просто у людей добрых. В нашей стране очень много добрых людей, как и в Китае, где я сейчас нахожусь. Так вот, именно для такого человека. Плюс этот человек садит сзади любимого человека, а это либо девушка, либо парень, кто знает, кто у кого там любимый. И все, вы наслаждаетесь объятиями любимого человека, наслаждаетесь беззаботной, безбензиновой жизнью с этим скутером и едете просто отдыхать, обгоняя при этом неповоротливые колымаги, которые встречаются по пути. Ведь этот скутер едет не намного медленнее, чем машина. Этот скутер разгоняется 60-70 километров. Но это мы сейчас будем проверять. Но тем не менее я уже это могу сказать, потому что я чувствую, что он едет довольно быстро. Но сейчас мы едем проверять скорость. Одна батарейка у меня только что села, поэтому у меня осталась одна батарейка, и я не знаю, где будет ближайшая ровная дорога, чтобы мы могли как следует разогнаться. Знаете, у меня уже половина батарейки на скутере. То есть одна полностью села, а на другой я уже проехал 20 километров.
Поэтому я вам предлагаю сделать тест прямо здесь на трассе. Выжму, что смогу. Сразу говорю, если у вас полная батарейка, то скутер, естественно, разгонится быстрее. Сейчас посмотрим, сколько у меня получится на половине батарейки. Мы выставляем приложение. Предупреждение о том, что тренировку нельзя делать, потому что слишком жарко. Что и требовалось доказать. Ребят, я готов. Включаю третью скорость. Все. 40. 50. 53. 54. 65. Я должен притормозить, но мы продолжаем. 56. И все. Ну, знаете ли, на половине батарейки это прям огонь. Поднимаю, и максимальная скорость 66-81. 66-81 я делаю вот так вот скрин, чтобы потом в видео вставить, чтобы вам ближе это было видно. Ну а я еду делать выводы. Скорость показала 67, и я уверен, что это не предел, но это уже очень много, потому что в прошлом году этот же электроскутер, если вы пересмотрите обзор, то там мы с Андреем разгоняли этот скутер, по-моему, до 59. Давай, 57 хочу 57. Сколько уже воюешь? 57, да, 57 было, вау! Так, 57 км в час. И это было с трудом. Сейчас он легко тянет 65, а при полной батарейке все 70. Но давайте договоримся так. Вы в комментариях сейчас начинаете писать мне: какого фига ты не показал максимальную скорость? Почему на половине батарейки? Почему не на максимальной батарейке? А ну быстро показывай нам максимальную скорость. И я сразу хватаю этот скутер, еду в пробег, заодно тестирую батарею и показываю вам максимальную скорость на полной батарее. Я рассматриваю в своих обзорах и видео именно однодневные истории. Обзор — это однодневная история. Я всегда снимаю обзор, как он есть, от начала до конца, не перекладывая моменты взад-вперед. Для того, чтобы вы видели, что все как бы на одном дыхании идет, и все, никто никому не врет, все как есть, так и показывается. Поэтому конкретно по сегодняшнему дню я не могу сказать ничего плохого, кроме того, что у меня отлетел катафот. Я попал в такую небольшую ямку, летел на скорости 60 км в час, и у меня сзади отвалился на крыле катафотик. Ну, вот такие вот катафотики, значит. Вот вам и минус. А я вам напоминаю, что такие скутеры уже есть в России. BR30 версии 2021 уже в России. Вы можете их посмотреть, во-первых, на сайте skyboard.store, где все подробные характеристики и по комплектации, и по внутрянке этого скутера все расписано для вас, а также цена его. И вы можете приходить в магазины к нашим дилерам. Если вы собрались покупать наш скутер, то вы приходите в магазин, тестируете, щупаете, смотрите на них вживую и потом делаете свой выбор. Я надеюсь, в пользу покупки. Увидимся с вами в новых роликах. Следующий ролик уже очень скоро, буквально через 5 дней. От меня не прощаемся.